Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Козлова. Знание лекторий приветствует каждого зрителя, который к нам присоединился. Мы вас рады видеть в 34-м павильоне «Космонавтика и авиация. Российский космос. Создавая будущее». Каждый день на площадках Российского общества знания проходят просветительские марафоны и встречи, посвященные главной тематике недели с ведущими экспертами нашей страны. Всероссийский семейный форум «Родные, любимые» откроет год семьи на выставке-форуме «Россия». Участниками форума станут более 1000 человек, семьи, которые значительный вклад внесли в развитие России. И сегодня вас ждут лекции о самых интересных туристических местах в России, интервью об истории космонавтики с правнуком Константина Циолковского и открытый диалог о семейной традиции ювелирного дела с мастерами из Дагестана. Давайте начнем этот день с лекции на тему «Куда отправиться в путешествие по России всей семьей». А расскажет нам об этом генеральный директор сообщества туроператоров «Большая страна», член Русского географического сообщества Юлия Репникова. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово и уступаю эту сцену. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Юлия Репникова. Я генеральный директор сообщества туроператоров «Большая страна». На нашем сайте большаястрана.ком представлено более 5900 туров по всей России по 84 направлениям. От Калининграда до Камчатки, от русской Арктики до Байкала и Алтая. И наш фокус — это природный туризм, но это не классические походы, не только классические походы с палатками, как мы привыкли думать, но также экскурсионные туры, джип-туры, комфортные экспедиции, круизы, гастрономические путешествия и многое другое. Всего 22 вида отдыха. Что касается семейных путешествий, я бы хотела сразу уточнить, что, конечно, семьи бывают разные, но сегодня речь пойдет об отдыхе для родителей и детей школьного и дошкольного возраста. Так вот, путешествий такого рода, куда могут отправиться такие семьи, на нашем сайте более 1400. И они организуются в 52 регионах нашей страны и в 10 видах отдыха, то есть это огромный выбор. Кстати говоря, в декабре 2023 года мы с компанией «Росгосстрах» проводили на своем сайте опрос посетителей и спрашивали их, какая, на ваш взгляд, страна наиболее подходит для отдыха с детьми. И 88% респондентов ответили, что это Россия. Более половины респондентов, у кого есть дети, ответили, что они всегда берут в путешествие с собой детей. И 75% сказали, что отправляются в экскурсионные туры со своей семьей. А что приходит на ум вам, когда вы слышите про семейные путешествия? Наверное, так или иначе, большинству людей на ум приходит отдых на Черном море. Но мне бы хотелось развенчать этот миф, потому что география семейных путешествий и, в принципе, отдыха в России обширна. Это не только Сочи и Крым. Поэтому давайте посмотрим не на юг, а на север. Развернемся на 180 градусов и отправимся на русский север. В регионы, где у нас русская сказка, где живут Деды Морозы, это Великий Устюг и Карелия. В чем преимущество такого отдыха? Туда легко добраться. Если вы живете в Москве, вы вечером садитесь на поезд, едете всего одну ночь и утром просыпаетесь в чудесном городе, например, в Петрозаводске. Там очень много семейных активностей, начиная от катания на собачьих упряжках и сплавов летом, до новогодних программ у Дедушки Мороза, мастер-классов, всемирных объектов ЮНЕСКО, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Уровень комфорта в плане проживания в таких регионах очень высок. Всегда можно найти уютный эко-отель в окружении озер, глэмпинг в лесу. И это важно, когда ты путешествуешь с ребенком. Ну и, конечно же, в новогодний период там проходят праздничные программы с участием Деда Мороза. И можно подарить своему ребенку такую замечательную сказку путешествия.
В Великом Устюге, помимо резиденции Деда Мороза, дети могут поучаствовать в различных мастер-классах по льну, по иконописи, по великоустюгской росписи, даже пройти мастер-класс на конюшенном дворе и в кузнице. Представляете? А что касается интерактива, то очень много программ. Например, интерактивная игра «Город купцов и мастеров». Например, интерактивные сказочные игры, где дети знакомятся с фольклором. Ну и вообще много кукольных представлений и различных развлекательных программ, направленных на детей. Никто не заскучает. В Карелии резиденция карельского Дедушки Мороза Талвиука встретит вас, и можно будет пройти на оленью ферму, покормить оленей, пройти мастер-классы по карельской кукле, ну и, конечно же, поучаствовать в праздничных мероприятиях. Кроме того, в Карелии есть Рускеальский экспресс. Это ретро-поезд, на котором можно прокатиться вместе со всей семьей и почувствовать атмосферу Гарри Поттера. Это действительно вселенная Хогвартса, когда ты едешь на этом поезде, и многим детям это очень нравится, особенно тем, кто вот любит Гарри Поттера и книги и фильмы о нем. Конечно же, дружелюбные хаски вы видите на слайде. Можно кататься на собачьих упряжках, можно их потискать, пофотографироваться с ними. Дети это очень любят. Ну и обязательно нужно попробовать всей семьей карельскую выпечку, пирожки-калитки, ну и многие другие угощения местной кухни. Чем же заняться летом? Летом тоже масса приключений на русском севере. Безопасные сплавы по реке Шуя, на надувных рафтах вместе с гидом. Это отличный опыт для первого похода, чтобы дети поставили палатку, научились разводить костер вместе с гидом и просто пожили в лесу, прониклись карельской природой. В горном парке Рускеала можно прокатиться на зиплайне над каньоном, покататься на лодках, а еще узнать о добыче мрамора, спуститься в штольни, где раньше добывали мрамор, пройтись по пещерам. Ну, в общем, масса интересного и познавательного. Метеор, теплоход на подводных крыльях, довезет вас по Онежскому озеру на остров Кижи. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Там вы сможете увидеть памятник деревянного зодчества, церковь, построенную без единого гвоздя. А также там масса мастер-классов, в результате которых дети больше узнают про крестьянский уклад жизни, про старинные ремесла. В общем, полезное, увлекательное путешествие. Конечно же, когда едешь отдыхать с ребенком, очень важен комфорт. Хочется жить в хорошем месте, не переживать насчет удобств. Так вот, Карелия и Великий Устюг, и в целом вообще все регионы нашей страны за последние лет 5 шагнули далеко вперед в плане туристической инфраструктуры. У нас сейчас огромное множество комфортных, уютных мест размещения даже вдали от города. Вот, например, в Карелии вы можете жить в классном современном глэмпинге в окружении озер, далеко-далеко от города. Вот. Также вы можете жить на турбазе, где-то посреди леса. В общем, оторветесь от города, но при этом нисколько не потеряете в комфорте. Теперь давайте отправимся на юг России, на Северный Кавказ. И я сразу скажу, что мы всегда рекомендуем туристам отправляться сразу в несколько республик, то есть выбирать такой тур, который комбинирует посещение нескольких кавказских республик, чтобы сразу больше узнать, сравнить их между собой, погрузиться вот в атмосферу, у каждой республики свои особенности. Но, конечно, я сейчас не смогу рассказать про все, расскажу только про несколько, тем не менее, возьмите на заметку. В чем преимущество поездки на Северный Кавказ? Ну, конечно же, это мягкий климат круглый год. Длинное лето, комфортная зима, много солнца. Конечно же, это колоритная, сытная кухня. И это не только шашлык, это множество фруктов, сухофруктов и вкусная выпечка. Турбаза с термальными бассейнами. Отличный вот такой вариант проживания. Я дальше расскажу о нем. И на Северном Кавказе очень много таких вариантов. Ну и экологический отдых, потому что вас окружают горы, вы дышите свежим горным воздухом чистым. Это тоже здорово. Республика Адыгея. В этой маленькой, но богатой на достопримечательности республике можно найти все.
Вот буквально все. И конные, и пешие прогулки, и подъемы на канатных дорогах, и прогулки по каньонам, и спуски в пещеры, и термальные бассейны, термальные комплексы, сплавы. В общем, все можно скомбинировать и в одном туре, и приехать туда несколько раз, и каждый раз вы что-то новое узнаете. Дети узнают, что такое аммониты, ископаемые окаменевшие моллюски, узнают, что такое дольмены, погребальные древние сооружения, проедут по Гуамскому ущелью на узкоколейке. Это тоже необычный опыт. Научатся ставить, опять же, палатку, пользоваться трекинговыми палками. То есть здесь можно вот тоже такой походный экскурс сделать для своего ребенка, а можно просто комфортно отдыхать на термальных источниках, на турбазах с такими бассейнами и просто наслаждаться солнцем, фруктами и воздухом. Зачем ехать в Приэльбрусье? Ну, конечно же, чтобы показать ребенку главный наш пятитысячник Эльбрус, самую высокую точку России и Европы. И можно это сделать доступно, легко и комфортно. Не обязательно совершать восхождение. Достаточно выбрать маршруты по экотропам в окрестностях Эльбруса, джип-туры, посетить долину Нарзанов, водопады, ущелья. А еще можно сесть на канатную дорогу, подняться на какую-то высоту, где уже лежит снег, и показать детям, что есть места, где снег лежит круглый год. Ну, в общем, уроки окружающего мира, вот так скажем, в полях. Это очень здорово, и также по пути вам встретится множество барашков, лошадей. Ну, такой очень интересный опыт для городских детей в первую очередь. Республика Дагестан – одна из самых, пожалуй, популярных республик Северного Кавказа среди туристов за последние годы. И Дагестан богат на все. Здесь есть и бирюзовые каньоны с водой, да, бирюзовые реки. Здесь есть зеленые луга, здесь есть фамильные башни, заброшенные аулы, ласковое Каспийское море, древний город Дербент, песчаный бархан Сарыкум, единственный, точнее не единственный, а крупнейший бархан в России и в Европе. Это все можно показать детям. А самое главное, что в Дагестане живет более 100 народностей, и там сохраняются старинные ремесла, ткацкие, ювелирные, гончарные. И дети могут вживую увидеть быт высокогорного селения, пройти мастер-классы по таким ремеслам, примерить костюмы джигиты и горянки, например, попробовать местную кухню. И, кстати, в Дагестане очень много полезных сладостей, потому что они делаются из фруктов и сухофруктов. Очень интересно тоже. Вот. Посетить можно заброшенный аул Гамсуталь, российский Мачу-Пикчу. Каспийское море, про которое я уже сказала, там очень пологий заход в воду, песчаные, ракушечные пляжи. Вот самое идеальное для того, чтобы с детьми отдыхать. А еще Дагестан — это контактный зоопарк. Там постоянно встречаешь барашков, лошадок, коров, собак, коз. Ну, просто можно ходить и считать, сколько животных вы с ребенком погладили за день. И еще раз подчеркну, что вот такая фишка, отличительная особенность Кавказа в том, что там очень много турбаз с термальными бассейнами, где родители могут отдохнуть и расслабиться после активного экскурсионного дня, а ребенок просто проведет весело время. Получается свежий горный воздух, солнце, фрукты. Оздоровитесь всей семьей. Так что имейте в виду, отличное направление. Теперь давайте исследовать Сибирь. И как вы думаете, вообще стоит ли ехать в Сибирь с ребенком? Так далеко, непонятно, как там будет с погодой. Но я вам надеюсь, что сейчас отброшу все ваши сомнения и докажу, что стоит. Потому что в Сибири вы действительно оторветесь от цивилизации. Сотни километров можно ехать, и не будет ни селений, ни людей. Это экологические маршруты. Это комфорт, который тоже сейчас есть, хорошие турбазы и так далее. И это большие этновпечатления. Вы познакомитесь с бытом местных народов сибирских, попробуйте необычную кухню, узнаете древние легенды. Ну, в общем, много-много всего интересного. Давайте вот разберем на примере 2 регионов. Первый регион — это Горный Алтай. Это наша русская Швейцария.
На Алтае альпийские луга, бирюзовые озера. Чуйский тракт — это одна из 5 самых красивых дорог мира. Еще National Geographic сколько-то лет назад это постановил, признал, и это действительно так. На Алтае есть Марс, местность, которая называется Алтайский Марс, и вот ты идешь, там прямо красные почвы, действительно чувствуешь себя героем какой-то научной фантастики, который приземлился на Марсе. Представляете, как здорово будет ребенку испытать такой опыт? А еще здесь можно в одном туре скомбинировать сплав по Катуни, конную прогулку, пешую прогулку, джип-тур и многое-многое другое, и получится такое разноплановое путешествие. И самый главный бонус Алтая — там практически нет насекомых. Там редко-редко встретишь какого-нибудь комара, а клещи на высоте от 2000 метров просто их нету, они там не живут. Так что прямо отличные условия для отдыха с детьми, берите на заметку. Ну и, конечно же, наша визитная карточка нашей страны — озеро Байкал. Самое чистое, самое глубокое озеро планеты, которое тоже стоит увидеть вживую. Можно прокатиться на байдарках по водной глади, можно сесть на катер и плыть по Байкалу, не видя берегов. Не зря местные называют Байкал морем. Он действительно как море, там есть шторма, там волшебная прозрачная вода, чистейшая вода, и не видно берегов, простор просто для мечты, для жизни и для души. На Байкале также можно встретить нерпу. Это милые животные-эндемики, байкальская нерпа. Ну, если не повезет встретить вживую во время водной экскурсии, можно отправиться в нерпинарий. Единственный в России нерпинарий есть на Байкале. И там представление нерп можно посмотреть. А также очень рекомендуем с детьми посетить музей Байкала. Это очень интерактивный музей. Там совершается виртуальное погружение на дно озера в батискафе. В микроскоп можно посмотреть животных, обитателей озера, рачков и так далее. Там рассказывают про землетрясения, которые бывают на Байкале, и многие-многие интересные факты. Детям очень нравится. На Байкале есть Байкальская астрофизическая обсерватория. Можно посмотреть в телескоп, если детям интересна эта тема. Ну и также рекомендуем прокатиться на ретро-поезде по Кругобайкальской железной дороге. Вот на слайде есть кадр. И эта дорога, этот путь проходит вдоль берега озера. То есть вам постоянно будут открываться виды на Байкал. Вы увидите прекрасное озеро, а еще проедетесь по памятнику инженерного искусства, потому что Кругобайкальская железная дорога — это действительно памятник искусства инженерного конца XIX века. Там очень красивые тоннели, мосты, и она сама по себе уникальна этим. Байкал красив не только летом, он красив и зимой. И зимой там можно насчитать 50 видов льда. Местные вот так и говорят: у нас здесь 50 видов льда, потому что озеро замерзает, и прозрачное озеро становится большим прозрачным катком, по которому можно кататься на коньках, на ватрушках, брать просто ледяные глыбы, кататься на них, смотреть сквозь лед, видеть замерзших рачков, замерзшие пузырьки, считать эти пузырьки. Можно брать лед, он прозрачный, делать из него линзу, ну что угодно. Приложить ухо ко льду, ты слышишь, как Байкал трещит и охает, озеро живет своей жизнью. В общем, это царство снежной королевы, и вот вы видите фотографии, какие там прекрасные гроты получаются на берегах, просто сказочные, какой прекрасный красивый лед. И люди едут туда вот просто посмотреть на этот лед. И, кстати говоря, сезон байкальского льда очень короткий, всего с середины февраля по середину марта. Озеро полностью замерзает только в этот период. То есть нужно успевать уложиться вот в этот месяц, но оно того стоит. Помимо льда, там можно покататься на хаске по сибирской тайге, тоже почувствовать себя героем какой-нибудь экспедиции, например. Так что Байкал, да, это наша жемчужина России, и ребенку точно стоит его показать. Ну и отличительная черта всех сибирских регионов, такая фишка, как я уже говорила, это этновпечатление, и именно там вы сможете переночевать в настоящей юрте.
Причем сейчас для туристов строят юрты с удобствами. То есть все в этностиле, вы чувствуете эту атмосферу, но при этом есть удобства внутри, там тепло, комфортно, и тоже такой отличный опыт. И именно на Алтае, на Байкале, в Тыве, в Хакасии можно встретить настоящего шамана. Это тоже классно. Возьмите на заметку, если вот вам и вашим детям, вашей семье интересно в такое погрузиться. Ну что, едем дальше. Отправляемся на Дальний Восток. Может быть, кто-то был на Дальнем Востоке? Ну вот, пока не вижу никого, кто бы поднял руку. О, были, отлично. Да, Дальний Восток не так далек, как кажется, и его точно стоит посетить, потому что там первозданная природа, там свежие морепродукты, и, конечно же, там богатая фауна. Нигде вы не увидите столько сразу много животных в дикой природе, как там. Я рекомендую, и вообще наше сообщество «Большая страна» рекомендует обратить внимание на Приморье и Владивосток. Ну, казалось бы, Владивосток не ассоциируется с семейным отдыхом, но там есть специализированные туры для отдыха с детьми, программы, разработанные с учетом интересов детей и взрослых. Вы посетите сафари-парки, где в естественной среде, то есть это не зоопарк, это вот настоящая большая территория, и там живут амурские тигры, дальневосточные леопарды, пятнистые олени. И ваши дети смогут увидеть животных вот в естественной среде. Это очень здорово. Также вы попробуйте свежие морепродукты, моллюски, ежи, мидии, гребешки. Все очень вкусное. Краба можно попробовать. Океанариум в Приморье — один из крупнейших в мире, и он точно не оставит вас и ваших детей равнодушными. Также Японское море, вопреки стереотипам, во Владивостоке оно теплое, особенно в период вот с июля по начало октября. И там можно купаться, потому что Владивосток на самом деле находится на одной широте с Сочи. Там примерно такое же количество солнечных дней, и это не такое холодное место, как могло бы показаться. Поэтому можно искупаться с детьми, можно отправиться на пляж Стекляшка и найти стеклянный камешек цветной с ребенком, который станет отличным сувениром. Ну и движемся дальше. Камчатка, терра инкогнита нашей страны, край света и практически другая планета. Сюда приезжают всей семьей, чтобы увидеть бурых медведей, хитрых лис, любопытных евражек, ленивых сивучей, косаток, птичьи базары и нерест лосося. Здесь вы запомните навсегда, на всю жизнь вулканы, гейзеры, фумаролы. Вы искупаетесь в Тихом океане, поймаете краба на морской рыбалке, увидите, как живут камчадалы в этнодеревне. Ну, в общем, Камчатка — это действительно, пожалуй, самое-самое волшебное, невероятное место в нашей стране. И здорово, если ребенок узнает об этом не на уроке географии, а вот вживую прочувствует это сам, и потом будет своим сверстникам рассказывать, что вот я поднимался на вулкан, я видел косаток, и таким ведь может похвастаться далеко не каждый взрослый. Конечно, будет усталость от походов, но она забудется, и останутся только яркие впечатления, и путешествие на Камчатку станет одним из главных путешествий в жизни для вашего ребенка. Поэтому мы рекомендуем присмотреться. Конечно, сюда не стоит ехать с 5-летним ребенком, но дети школьного возраста уже вполне могут освоить этот маршрут. Маршруты есть полегче, посложнее. В общем, Камчатка открыта для всех. И, как я уже говорила, в нашей стране, в принципе, за последние годы очень стала более развита инфраструктура, появилось множество отличных, современных, комфортных мест размещения, и Камчатка не исключение. Вы можете остановиться в глэмпинге на берегу Тихого океана, либо у подножия вулкана Толбачик. Можете отдохнуть на турбазе с термальным бассейном или выбрать какой-нибудь комфортный эко-отель. В общем, на Камчатке тоже есть все опции. Ну, наверное, пока я вам рассказывала про Камчатку, вы в уме прикинули, как будет дорого слетать туда всей семьей, во сколько обойдутся билеты и так далее. Но на самом деле есть отличная мера государственной поддержки — это субсидированные авиабилеты.
Такие билеты по льготной цене могут приобрести дети и молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, люди с инвалидностью и их сопровождающие, члены многодетных семей и также жители Дальневосточного федерального округа. И я вам сразу скажу, что субсидируются не только перелеты на Дальний Восток, но и многие-многие направления, всего более 100 маршрутов. Например, есть льготные цены для вот этих категорий граждан на перелеты Москва-Горно-Алтайск, Санкт-Петербург-Иркутск, на перелеты в Калининград, в Крым. В общем, масса вариантов, и можно с помощью этой государственной поддержки сделать для себя путешествие более доступным. Приведу пример по ценам, чтобы вы могли ориентироваться. Обычный билет из Москвы на Камчатку туда-обратно на одного человека стоит от 28 400 рублей. И то, если вы покупаете его за полгода. То есть сейчас вы берете себе билет на летний тур, вот вы можете по такой цене его поймать. Если вы решите брать билет в разгар сезона, то там цены будут от 40 тысяч и выше. Но с помощью государственной поддержки, с помощью субсидирования для своего ребенка, если ему от 2 до 12 лет, вы можете купить билет всего за 11 250 рублей. Представляете, какая отличная экономия? И это будет хороший билет в обе стороны, с багажом, с питанием, то есть полноценный билет. Для юных туристов от 12 до 23 лет стоимость перелета обойдется в 15 тысяч, тоже существенная экономия. Ну и по другим направлениям тоже можно изучить, там весьма приятные цены, и я призываю всех, кто может относиться к таким категориям, узнавать, пользоваться и больше путешествовать. И вообще, пользуясь случаем, раз мы находимся на выставке «Россия», хочу сказать, что мы искренне надеемся, что наше государство продолжит эту программу субсидирования авиабилетов, будет ее расширять, может быть, включит туда больше маршрутов или больше категорий граждан. А также надеемся на развитие региональных перевозок, потому что чем более доступны перелеты, чем больше маршрутов для перелетов, тем больше люди будут путешествовать, и внутренний туризм продолжит развиваться. Иногда транспорт — это не только транспорт, это еще и отдых. И обратите внимание на круизы. Есть речные круизы на теплоходах, знакомый нам формат, а есть железнодорожные круизы, новинка последних лет. То есть вы садитесь в поезд, так же, как на теплоход, где-то в точке старта, да, отправляетесь по маршруту, ночью спите, утром просыпаетесь в новом городе. Если на теплоходе вы живете в каюте, то в поезде вы живете в купе. И вам не нужно переезжать из отеля в отель. Это тоже очень комфортно. У вас не будет случайных попутчиков, потому что в поезде едет туристическая группа. Это целый туристический поезд. Никаких пассажиров, которые выходят и заходят. Ну, точно так же, как на теплоходе. И все включено в такие туры. То есть там обычно сразу включено питание, комфортные каюты, детские анимационные программы и постоянно сопровождает гид. Поэтому имейте в виду, у нас в России вот сейчас тоже активно развиваются железнодорожные круизы, ну и продолжают нас радовать речные круизы. Благо у нас огромная протяженность рек и отличная природа. Конечно, я рассказала далеко не про все регионы, только про некоторые. И, конечно же, многие уголки нашей Родины могут предложить отличные варианты для семейного отдыха. И я надеюсь, что ассортимент семейных туров будет только расти. Подводя итог, хочу сказать, что туры для отдыха с детьми, которые создают туроператоры из нашего сообщества, они всегда созданы локальными экспертами, то есть людьми, которые живут в своем регионе и знают свой домашний регион от А до Я. Они безопасны, все продумано с учетом участия детей, экипировка, транспорт, меню. Они комфортные, всегда подбираются хорошие турбазы, где детям можно чем-то заняться, если это есть детская площадка или бассейн или что-то еще. Ну и, конечно, во всех этих турах есть познавательная программа. Если это экскурсия, то дети обязательно в какой-то игровой форме ее пройдут, в интерактивной, во что-то поиграют, пройдут мастер-класс. Если это поход, то они вернутся с походными навыками. И, в общем, тур пройдет не бесследно.
Да, вот хочу сказать, что Россия, наша страна, дарит нам огромные возможности для путешествий. У нас есть все. Бескрайние степи, высокие горы, дремучая тайга, поля, миллионы километров рек. Россия — это страна, населенная сотнями народов и объятая широкой русской душой. Поэтому о чем будет ваш ребенок писать в сочинении «Как я провел лето», выбирать только вам. Путешествуйте по России, открывайте ее для себя и для своих детей. Спасибо вам за внимание. Юлия, это вам спасибо за невероятно интересную лекцию. И, конечно, слушая вас, так захотелось сейчас прям поехать в путешествие. Но вот я хотела у вас узнать, а есть уже данные, куда чаще всего ездили по России в 2023 году? Да, конечно, мы постоянно подводим статистику. Первое место у нас занимает регионы Кавказа все вместе. Ну, я раскрыла в своей презентации, в принципе, почему. Также в такую десятку лидеров входят Карелия, Байкал, Алтай, Калининград, Кольский полуостров, Мурманская область. Вот. Ну и Камчатка, да. А какой у вас прогноз на 2024 год? Как думаете, куда будут наши дорогие сограждане ездить? Вы знаете, я думаю, что лидеры регионы сохранятся, потому что это уже такие устоявшиеся туристические бренды, куда люди ездят. Но у нас есть регионы, которые буквально там за последние год-два набирают популярность за счет вот, какой-то активности местных туроператоров, властей, за счет того, что люди больше про них узнают. Вот пример Пермского края, моего родного региона. Вот был фильм «Сердце Пармы» в 2022 году, и в 2023 там буквально в 5 раз туристический поток вырос, потому что люди фильм посмотрели и поехали вживую смотреть эти локации, им стало интересно. И таких регионов не один и не два. Например, Калмыкия тоже становится все более популярной. Нижний Новгород очень тоже над этим работает. Татарстан растет и растет. Ну, то есть я думаю, что вот такие регионы, они подтянутся, и у нас будет еще больше туристических брендов. Ну, видимо, надо про каждый регион снять фильм. Ну, как минимум. Но вы же знаете, Сибирская тайга — это очень красивый край, но почему-то наши туристы ее как-то обходят стороной. Вот как туроператоры сегодня развивают этот край для путешествий? Да, конечно, у нас, наверное, есть такой стереотип, что если ехать в Сибирь, то ночевать в палатках, готовить на костре, ну и вообще, может быть, терпеть какие-то неудобства и быть покусанным комарами. Я думаю, что тут самое главное — информированность, то есть туроператорам стоит разрабатывать разные программы. Вот как я уже говорила, там и комфортные туры, и, может быть, туры, где можно много чего скомбинировать, то есть как-то реагировать на рынок и больше об этом говорить. То есть медийность в социальных сетях. И здорово, когда региональные власти, отвечающие за туризм, они начинают поддерживать своих туроператоров и как-то вместе их продвигать, больше вот на таких выставках, как эта, например, рассказывать. Люди узнают, и у них стереотипы уже разрушаются, проявляется интерес. Ну, когда мы говорим о семейном отдыхе, складывается впечатление, что, как правило, это отдых у бассейна, на морях. А вот как выйти из зоны комфорта и поехать действительно по нашей стране, она самая необъятная и самая красивая? Вот что вы советуете родителям, как выйти из зоны комфорта? Да, хороший вопрос, спасибо большое. Я думаю, что нужно, во-первых, исходить из собственных интересов. Родители разные, и если вам очень хочется в поход и очень хочется в лес, уже убежать из города и просто посидеть в окружении тайги, то смело выбирайте такой тур. А как я уже сказала, предложений сейчас масса. Ведь не обязательно в тайге сидеть с палаткой. Можно отправиться на комфортную турбазу в Карелии, и вы также почувствуете себя Робинзоном Крузо там. Поэтому прислушивайтесь к себе, к интересам своих детей. Если дети интересуются спортом, то всегда можно подобрать туры активные. Я приводила сегодня примеры со спортивными какими-то мероприятиями, чтобы дети лазили, бегали, тратили свою энергию. Если дети интересуются, например, наукой, вот отправиться там, где есть интерактивные музеи. А вообще всегда можно попробовать свои силы в турах выходного дня. Не обязательно ехать далеко. Есть туры буквально от одного дня, вот где-то в окрестностях Москвы, в Золотом кольце,
или где-то даже если вы живете в регионе рядом с вашим городом. Выберите такие туры короткие, попробуйте свои силы, и дальше уже вам будет более понятно. Ну, вот, к примеру, мы собрались всей семьей уже в путешествие. Что посоветуете, что нужно учесть для путешествия и что игнорировать точно нельзя? Ну, во-первых, надо выбирать тур от проверенного туроператора. Вот наше сообщество, у нас все туроператоры состоят в реестре туроператоров. Мы тщательно подходим к отбору организаторов, это компании с опытом. Потому что именно когда тур создается экспертами, в нем все продумано, все мелочи. А это правда важно, это экономит ваши силы, ваше время, и все ваши инвестиции, все деньги, вложенные в тур, возвращаются сполна. Во-вторых, конечно же, надо обратить внимание на дорогу, то есть как вам лететь, а может быть, вам можно до этого города добраться поездом, и это будет комфортнее. Как я уже сказала, есть регионы, куда можно ночным поездом доехать, и, возможно, это будет более подходящим вариантом для вас. В общем, да, безопасность, комфортный транспорт, пожалуй, вот это самое главное. Юлия, а есть у вас такое место, где вы еще не были, но очень бы хотели побывать в России? Лично я? Да, лично вы. Я бы хотела побывать на плато Путарана. Это в Красноярском крае, на Таймыре. Это тоже такая терра инкогнита. И был фильм «Территория», где снимался он как раз в этом месте. Но это, конечно, совсем не тема семейных путешествий. Вот, настоящая экспедиция туда нужна. То есть это долгая экспедиция? Вы знаете, туда есть сейчас маршруты адаптированные. Есть круизы по Енисею, когда группа садится на теплоход в Красноярске и идет вверх по Енисею. И доходит до плато Путарана, их там на несколько дней с теплохода увозят, и они могут посетить эту местность достаточно комфортно и без какого-то там, без каких-то нагрузок, без того, чтобы таскать рюкзаки. Вот, поэтому, да, такие варианты уже тоже появляются даже в таких отдаленных местах. Юлия, мы желаем вам посетить это место, и всем нашим дорогим зрителям также желаем посетить места по России. Они самые красивые, у нас самая красивая страна. После того, как вы посетите это место, пожалуйста, приходите к нам в «Знания лектории» и расскажите нам много интересного и, может быть, полезного для наших зрителей. Мы вас будем очень ждать. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, с нами в студии была генеральный директор сообщества туроператоров «Большая страна», член Русского географического общества Юлия Репникова. А с вами было Российское общество знаний и я, его ведущая, Юлия Козлова.